Да, только все привыкли к $70 геймингу, как к нам подъехал $110 гейминг, если ты хочешь в нашу игрушку пораньше поиграть. Ну только не совсем рано, а то мы на следующий день после раннего доступа патч выкатили, который может софтлок вызвать, так что перепройди, пожалуйста, игру сначала. Ну, ты же затерпел отдать 100 бачей за игру, вот затерпи снова. У меня, слава богу, никаких софтлоков не случилось, и переигрывать первые 6 часов не потребовалось, поэтому я, Василий Гальперов, смогу вам сегодня рассказать на Stop Game.ru про то, стоило ли Star Wars Outlaws таких затрат. У вселенной Звездных войн в последнее время все как-то не очень. Фильмы полноценно уже вообще не выходят. В сериальной плоскости на каждый Андор приходится Оби-Ван, Асока или, прости господи, Акалит. И игры тоже не радуют, только серия Джедай нормально держится. С другой стороны, у нас есть Ubisoft, у которой тоже все на инвалидной коляске едет. Короче, эта франшиза и эта студия будто были вот созданы друг для друга, чтобы сойтись в смертельном танце и аннигилироваться там. И вот пока вся основная банда корпит над ассасиновскими приключениями, делать Outlaws доверили студии Massive, той, что создавала Тара и обе части Division. И сделала она ее на движке Snowdrop, что дебютировал также в Division'ах. Поэтому неудивительно, что игра похожа на Watch Dogs. Судите сами, чаще всего перед нами тут стоит задача пробраться на какой-то охраняемый объект, в основном скрытно. Если поднять тревогу, то можно и повоевать, но от этого только минусы, о которых позже еще и убивают быстро. Нам постоянно надо или что-то украсть, или скачать данные, предварительно взломав компьютер в мини-игре «Быки и коровы». Блин, серьезно, Ubisoft? Спасибо, конечно, что не пятнашки, но посмотрите на Observation для примера, как делать интерфейсы взлома. Но мы отвлеклись. И к тому же у вас еще есть дистанционный дрон, который тут выглядит как смесь собаки и Боба Марли, который отвлечь врагов может и принести предмет какой-нибудь и кнопку дистанционно нажать. Ну еще по мелочи всякого. Но хей, скажете вы, че это я сразу к игровому процессу-то перешел, а завязка, а история? Вот не переживайте, про это я не забыл, но к сюжету мы вернемся попозже, потому что это, главное мое непонимание. Если что, то вы играете за героиню Кей Вес, и она желает свалить из своего родного мира и разбогатеть. Но из-за этого вздорит с местным синдикатом бандитским. Этого, в принципе, достаточно на первую треть игры, я не шучу. Так что вернемся пока к геймплею. Его условно можно разделить на экшен и стелс. Есть еще космические полеты, но это стандартная штука. Там крутишься за вражьими кораблями, пиу-пиу в них или самонаводящуюся ракету и исследуешь небольшой пятачок пространства около планет. Зато садиться на них без загрузок можно. И учись тот. Технически это тоже загрузка, просто бесшовная, и поэтому уже смотрится получше. Но вернемся к стелсу. Вот опять же, как его вам описать? Вот что вы себе представляете, когда слышите стелс? Тихие вырубания врагов? Да, есть. Прятки за углами? Ага. Высокая трава? Ну, разумеется. Свист? Да, мои любители Сэма Фишера. Нового Splinter Cell у нас для вас нет, но вот свистеть тут можно. Вентиляции, карабканье, ну конечно. И еще из Far Cry терминалы включения-выключения тревоги, которые можно или сломать, или ловушку на них поставить. И вот в целом и все премудрости. Еще есть один оглушающий выстрел, который долго перезаряжается. Короче, классика. И вот с этой классикой вам придется провести почти всю игру. Прятаться от камер, вырубать врагов без возможности оттащить труп с прохода, что бесит, и взламывание дверей через звуковую отвертку Доктора Кто, где надо нажимать кнопку в такт пиканью, что уже на самом деле как-то странно по таймингам работает. Так еще и на фоне часто играет музыка и идет какой-то диалог, что вообще отлично для игры, где надо попадать в такт. При том, что вас в этот момент могут заметить. И ладно, если там 2-3 раза нажать надо. Иногда там такая мелодия, что сидишь по несколько минут и сокрушаешься о том, что бросил музыкальную школу. Но мы отвлеклись. И, возможно, кто-то решит, что да ну нафиг этот стелс, я буду стрелять. Ну, дело, конечно, ваше. Хотя нет, не ваше. Ведь в превалирующем количестве миссий висит гадкая надпись «Не поднимайте тревогу», заставляя вас действовать скрытно. Ну, либо быстро, чтобы конкретно в этой комнате убить всех до того, как они поднимут эту самую тревогу. Что вполне реально, ведь враги туповатенькие, и иногда из соседнего помещения ничего не слышат. Но вот на открытой местности с этим уже все не так просто, поэтому прятаться придется много. До тех пор, пока игра сама не захочет сломать стелс, и тут в ход идут перестрелки с бластером. Только с ним. Все остальное оружие, что падает с врагов, оно ситуативное. И только с одним магазином. Расстреляли его и все, выкидывай. Остаешься только со своим бластером, у которого есть несколько режимов стрельбы. Обычные против рядовых врагов,
энергетический против щитов и роботов, и силовой против плотных противников или скопления целей. И у каждого из них еще есть и несколько типов по мере прокачки появляющихся. Например, у обычного есть обычный или же ускоренный, а у силового есть заряженный или гранатометный. Только вот если режим ты можешь менять на ходу, то вот тип только в меню можно сделать, а для этого приходится игру останавливать, и, соответственно, динамика боя сильно-сильно проседает. Почему нельзя было сделать какую-то комбинацию клавиш, чтобы прям на ходу их поменять, непонятно. Ну, либо она есть, я ее просто не нашел, а во вкладке обучения ничего такого нету. Тут никогда не знаешь. В остальном же перестрелки, ну, обычные пиу-пиу здесь. Хоть и выносят довольно быстро, если не прятаться за укрытием. А из возможных особых приемов лишь аналог Mark and Execute из Conviction. Да, фанаты Сэма, у нас все еще нет для вас новой части. Помимо прокачки бластера, можно еще развивать свой корабль, ну там улучшать характеристики или ставить другие ракеты. А также местный аналог плотвы, спидер, осуждаем, ускоряя его, позволяя ему прыгать или кататься по воде. Но важнее тут развитие самой Кей, и с ним, ну, поинтересней. Сделано оно в виде карточек, но не, подождите, никакой колоды собирать тут не надо. Сперва она должна найти себе определенного наставника, затем выполнить его поручение, и вот тогда открываются его карты. Но чтобы они стали активными, надо еще выполнить квест для каждой карты, который может заключаться как в банальном сборе ресурсов, так или в чем-нибудь посложнее, типа попасть врагам в голову 15 раз, пройти по бочку с контрабандой и так далее. Нагромождение... да. Но зато это единственная прокачка, которая тут есть. И дают эти карты не прибавку к броне или урону, а новые навыки, вроде дымовой гранаты, возможности убивать со спины сильных врагов или на короткое время заговорить зубы, если вас в стелсе поймали. А значит, что нет тут каких-то высокоуровневых зон и противников, для которых ваш уровень был бы мелковат. Даже экипировка здесь дает только новый лук и какой-то небольшой бонус, вроде плюс 1 граната или снижение шума при передвижении. Вот, в общем-то, и все премудрости. Делать которые вы будете на 4 планетах, из которых 3 обладают открытым миром. В одной только город, и больше ничего толком. Довольно скромно по меркам юбиков, и сами локации-то не очень небольшие, и, к сожалению, ну, довольно банальные. Зимний город, равнины, джунгли и... очередной песчаный Татуин. Только в этот раз это и правда Татуин. Ну и как бы вот он, песчаные просторы от края до края. На этих просторах разве что вас встретят из интересного всякие аванпосты и пещеры. Редко когда это будет как-то срежиссировано. В основном зайди, укради, скачай, ограбь. Передвигаться дозволено на спидере, осуждаем, с которого по врагам почему-то нельзя просто стрелять, а можно лишь накопив адреналин сделать Mark and Execute. Но это не важно. Важно на самом деле другое, и вот это я похвалю. То, как сделаны эти аванпосты. Потому что тут всегда в них есть несколько входов. Где-то обойти охрану, где-то через вентиляцию, где-то на крюке кошки подняться, что приятно и дает какое-никакое разнообразие в способе проникновения, тем более, что проникновение это почти единственное, чем мы тут занимаемся. Точно так же и интересные места здесь помечаются не через орлиное зрение или открытие вышек, а более иммерсивно. Подслушал ты какой-то разговор в баре, нашел записку, скачал информацию с компьютера, и вот у тебя уже куча маркеров на карте, куда надо сходить. Да, на этих маркерах обычно тебя просто ждет сундук, но все-таки это как-никак интересно. И перед тем, как мы окунемся в сюжет, нужно рассказать про по-настоящему нестандартную для Ubisoft фишку. По крайней мере, я такой у нее не помню. Это синдикаты. В местном бандитском мире существует 4 ОПГ. Вообще, конечно, 5, но 5-я она сюжетная, поэтому ее за скобки вынесем. Это хаты, пайки, багровый рассвет и клан Ашига. Все они друг с другом не особо ладят и, соответственно, к вам тоже относятся по-разному. Для этого тут у каждого из них есть полоска вашей репутации, которая улучшается, если вы делаете для банды хорошие дела, и уменьшается, если где-то набедокурили или сильно помогли конкурентам. При положительной репутации группировка будет пускать вас на свою территорию, подкинет лута и даст более выгодные цены и спецпредложения у торговцев. И, соответственно, в обратной ситуации вас на блокпосты клана и близко не подпустят, что порой в разы усложняет квест. Причем по ходу истории, как основной, так и побочных, вам придется делать выбор, какому клану по итоге помочь. Но не фантазируйте сразу вариативность. Обычно этот выбор, он под самый конец задания происходит, и от него зависит только изменение полосок баланса. Такая развилка происходит каждый раз, из-за чего после 10-го такого предложения уже натурально смешно становится. Но тем не менее, глобальная идея тут видна, что ты должен как-то балансировать между этими кланами и морально страдать, понимая, что сейчас придется поломать репутацию и тебя больше к этому клану не пустят назад. Все было бы так.
И если бы тут не было генерящихся бесконечных заданий, которые позволяют улучшить репутацию с тем или иным кланом и почти не потерять уважуху остальных, если ты хоть чутка осторожен. Из-за чего вот такая картинка, когда ко мне все относятся хорошо, а кто-то даже очень хорошо, не очень-то сложна в достижении. Короче, идея неплохая, но реализация очень уж однобокая и невариативная. Какую психушку? Вы чё, угораете? Это вы кого вызвали? А вот багов, о которых наслышан интернет, я, если честно, толком не встречал. Ну то есть, да, иногда героиня что-то сильно часто начинает моргать, трава какая-то в воздухе висит. Но все это мелочи для такой большой игры, и на PS5 у меня, по крайней мере, никаких серьезных вещей не было. Ну ладно, немножко были. Ну да и ладно, геймплей, открытый мир, привычный для Ubisoft. Кланы, пускай есть, с ними можно как-то взаимодействовать. Но вот мы дошли до истории, которая здесь, честно, поначалу кажется каким-то бардаком. Да и потом, если честно, тоже. В первой же сцене, которая, по идее, должна нас захватить и поразить, мы просто слоняемся по местному базару в попытках собрать 150 рублей на починку своей отмычки. Ну да ладно, идем с низкого старта, подумал я. Но затем, пробегая весь пролог, я вообще не обнаружил каких-то ярких и захватывающих постановочных моментов. Их просто не было. Казалось бы, приключенческая игра про бандитов, Uncharted вам в помощь, но нет. Лишь вялая сцена с падением корабля на планету и все. Вот открытый мир, вот спидер осуждаем и вперед. Дальше на несколько часов мы заняты тем, что пытаемся починить корабль. Точнее, это делает очень удачно появившийся механик, а мы... Ну, нам нужны детали, Кей, поэтому выполни пару заданий у местных синдикатов. Окей, я выполнила пару заданий и раздобыла детали. Можно их теперь уже отдать, и мы полетим на корабле? Нет, пока рано, повыполняй еще задание. Ну, вот как-то так. В этот момент уже теряешь веру в то, что тебя ждет интересная история, ну да ладно. После этого все вроде как начинает в сюжете закручиваться. И вот мы уже как в Mass Effect 2, простите, как в Horizon Forbidden West, должны собрать себе команду для большого суицидального ограбления. Плюс нам в напарники дают весьма сурового дроида, вот этого с обложки, который разбавляет наше одинокое странствие. И 3 планеты на выбор, куда нам надо лететь, и надо завербовать, соответственно, 3 членов в нашу команду. Казалось бы, все пошло на разогрев, но... арки по поиску сопартийцев идут крайне шаблонно. Нужный нам человек всегда в чьем-то плену. И да, я понимаю, что свобода — это тема игры, героиня там хочет освободиться от прошлого, дроид этот наш атаков своего хозяина, и вот остальных ребят тоже надо освободить, но вот не так же впрямую, а? Повторение трижды одного и того же нарратива — это не очень хорошо. А знаете, что хуже? Повторение одного и того же нарратива еще чаще, потому что я не шучу. Сюжетный троп, что героиню кто-то предает, встречается в основном сюжете минимум 5 раз. Да, у нас здесь бандиты, у нас здесь кланы, у нас здесь это просто бизнес, чувак, ничего личного. Но не одно и то же. Когда это произошло в очередной раз, я надеялся, что главная героиня прокомментирует это фразой «А, только не опять». Но в итоге это сделал я. Причем, возвращаясь к Mass Effect, там эти компаньоны были действительно важной частью повествования, и ты мог по-разному выстраивать с ними отношения. Ну или просто поболтать на Нормандии. Ну или в битву с ними вместе сходить, я уж молчу про личные квесты. Здесь у тебя нет вариантов ответов в диалогах вообще. Ребята эти максимум парой фраз после очередной миссии могут поперекидываться, и лишь в паре сюжетных квестов они идут вместе с тобой. А тот самый харизматичный дроид ND5 вообще почти все время сидит на корабле и тупо общается с тобой через рацию, что крайне дешевый ход, знаете ли. Тут я уже окончательно потерял надежду и за последним сопартийцем на Татуин летел без какого-либо энтузиазма. Потому что, ну блин, Татуин, опять вот эта вот пустыня, которую используют чаще, чем камео Дарта Вейдера. Но внезапно я такой... Стоп. А вы чё, прошлых сценаристов уволили? Почему внезапно стало... интересно? И у героини появилась личная мотивация, и неожиданный альянс с врагом наметился, отсылки к старым фильмам подоспели, да и вербовка пошла не по уже выстроенному шаблону. Хотя предательство все еще было, без этого никуда. Но чисто нарративно и эмоционально Татуин и должен быть последней планетой, потому что это самая сильная арка. И я вообще не понимаю смысла давать игроку выбирать порядок вербовки в таком случае. И после этого оставшиеся 3-4 сюжетных миссии, ну тоже на самом деле идут бодро. Не поймите меня неправильно, не в смысле гениально, ну просто хорошо на фоне первых 2/3 игры. Да, это все еще скитание на карачках по одинаковым базам Империи и протискивание вездесущей вентиляции, ну это уже хотя бы контекст сюжетный интересный появляется.
Если бы вся игра шла в подобном ключе, то ей можно было бы простить однообразие и некоторые бесящие элементы. Сказать, ну да, геймплейный это почти стандартный экшен в открытом мире, но с приятной историей и красивым окружением, так что пойдет. Но из-за того, что ты 2/3 игры просто зеваешь, что взаимодействие со спутниками тут минимальное, что штурм очередного аванпоста Империи не отличается от прошлых 10, и сверху еще цена в $70, а для раннего доступа вообще за 100, то уж извините, но такое либо со скидкой, либо для совсем ярых фанатов Звездных войн, которых, мне кажется, уже почти не осталось. Поэтому проходняк, у которого реально был потенциал, если бы не эта чертова звуковая отвертка.